Всем привет! Как вам наверняка известно, Дубай является одним из самых шикарных городов в мире. Практически постоянно прекрасная погода, сверкающие небоскребы и развитые технологии привлекают сюда миллионы туристов со всего света. Также здесь находятся одни из самых шикарных отелей в мире, множество крупнейших торговых центров, и кажется, будто его жители просто утопают в роскоши. Если вам удалось там побывать, мы вас поздравляем, ведь увидев столь прекрасное место, вы его вряд ли забудете. Если же вы там не бывали, не расстраивайтесь. Сейчас мы вас немного познакомим с городом-сказкой и расскажем о некоторых вещах, которые вы сможете увидеть только здесь. Именно тут вы найдете самые невероятные вещи в мире. Вам уже стало интересно? Итак, это 10 вещей, которые вы сможете увидеть только в Дубае. Поехали! Уровень преступности. Вот, казалось бы, из-за того, что город просто купается в богатстве, тут должен царить хаос и преступность. Но как бы не так. Из-за того, что Дубай находится под жестким правлением мусульманского закона и шейха, он может похвастаться уровнем преступности, равным нулю. В этом городе люди знают, что они могут с легкостью попасть в тюрьму или же быть депортированными за малейшие преступления. Таким образом, строгие законы делают Дубай самым безопасным местом на земле. Кстати, шейх очень гордится полицией Дубая и прилагает все возможные усилия для того, чтобы похвастаться шикарностью хранителей порядка перед туристами. В результате каждый полицейский автомобиль здесь стоит столько же, сколько обучение одного студента в университете США. Различные модели полицейских лошадок включают в себя несколько Феррари, которые стоят по $500 миллионов, Ламборгини, стоящие по $400 тысяч, и даже один Астон Мартин стоимостью $1 790 000. Население. А вы знали, что практически все население этого города – иммигранты? Большинство работников, обслуживающих небоскребы Дубая, приехали работать в Объединенные Арабские Эмираты из Индии, Пакистана и Бангладеш. В результате они составляют более 50% населения города, а если быть точным – 83%. Коренные Эмираты составляют всего 17% жителей города, представляете? Нам кажется, ни в одном городе мира нет такого количества иностранцев. К тому же классовое расслоение в городе просто огромно. Но вот, к примеру, многие рабочие иммигранты живут и работают в самых нищенских условиях, в то время как аренда помещений, образование и медицинские затраты Эмиратов оплачиваются государством, а иностранцы высшего класса могут зарабатывать чрезвычайно большие суммы. Многие организации, борющиеся за права человека, много раз пытались исправить то, как в Дубае относятся к простым рабочим. У многих из них забираются паспорта на въезде в город и не выдаются им до тех пор, пока они не докажут свою пользу нанимателю и не выплатят ему назад стоимость их билета в Объединенные Арабские Эмираты. Вот так-то, друзья. Долги. Где деньги, Лебовский? Наверняка многие из вас видели новости о том, как у людей забирают дома, машины или прочие ценные вещи за долги. Но в этом городе вы подобного не увидите, ведь Дубай яро выступает против того, чтобы его жители набирали долги и не могли их выплатить. Но если вы, оказавшись тут, с ужасом обнаружите, что на вашей кредитной карточке не осталось денег, или же пропустите выплату по кредиту, вас могут либо отправить в тюрьму, либо просто депортировать. Перспектива крутой работы, высокой зарплаты и королевских жилищных условий может быть, конечно, привлекательной для многих иностранных рабочих, но некоторые из них начинают жить непосредством и вскоре депортируются назад в страны, откуда они приехали. Выплата долга и наказание за невыплату являются настолько серьезной проблемой в Дубае, что многие автомобили класса люкс можно найти брошенными в аэропорту, так как их оставляют иностранцы, утонувшие в долгах перед тем, как уезжают назад в свои страны. Рост города. Вы только представьте, 20% подъемных кранов, существующих в мире, находятся в Дубае. Этот город разрастается просто с дичайшей скоростью. К примеру, система метро Дубая была построена невероятно быстро, всего лишь за 18 месяцев. А это на минуточку лишь маленькая доля времени, которое бы ушло у других стран на выполнение такого проекта. На данный момент идет строительство парка развлечений, который будет в 2 раза больше мира Диснея и станет самым крупным туристическим магнитом на планете. Ожидается, что его ежедневно будут посещать 20 тысяч человек. В городе также есть несколько искусственных островов, самым крупным из которых является Пальма-Джумейра. На острове расположен курорт и бесчисленные особняки. Для строительства острова в 94 миллиона кубических метров сюда было перевезено столько песка, сколько бы вместили в себя 2 здания Empire State Building. Публичные проявления чувств запрещены.
Ох уж эти дела амурные. Согласитесь, это так мило видеть парочки, которые беззаботно разгуливают по улицам и не скрывают своих эмоций. Однако такие откровения точно не для Дубая. В городе запрещена публичная демонстрация чувств. Вы, например, не можете здесь держаться за руки или целоваться. Такие, казалось бы, невинные действия могут привести к серьезным последствиям, вплоть до тюремного заключения и депортации. К тому же у женщин здесь намного меньше прав, чем у мужчин. Известны случаи, когда туристки, посетившие город и заявившие о домогательствах, были сами приговорены к тюремному заключению. Правительство не может контролировать только то, что происходит у вас за закрытыми дверями. Поэтому сами Эмираты и иностранцы делают у себя дома абсолютно все, что им вздумается. Город в городе. Постоянно находясь в поиске новых способов поразить остальной мир своей необычностью, Дубай в данный момент находится в процессе строительства города с климатическим контролем, который будет находиться в самом городе Дубай. Его размер будет превышать размер целого княжества Монако в 2,25 раза. Пока еще никак не названный город будет находиться в пределах Дубая и будет включать в себя улицы с кондиционированным воздухом, по которому люди смогут проходить от здания к зданию для максимального комфорта. Другими словами, вы сможете ходить за покупками, обедать, гулять и осматривать город без того, чтобы хотя бы на долю секунды проводить под испепеляющим жаром солнца. Отель. Многие из вас, скорее всего, слышали о таком отеле, как Бурдж-эль-Араб. Он является одним из самых роскошных отелей в мире. Он выполнен в форме паруса и является символом статусности в Дубае. Этот отель предлагает целый ряд невообразимо дорогих и, соответственно, роскошных номеров для своих гостей, цену которых даже озвучивать страшно. Но не только номера здесь отличаются дорогой отделкой. Интерьер самого отеля украшает в общей сложности около 1790 квадратных метров 24-каратных золотых листьев. Вы только подумайте, этого золота достаточно, чтобы покрыть им 46 265 картин Мона Лизы. Эх, попасть бы туда сейчас и отковырять кусочек от такого золотого листика. Лучший город. По-видимому, главной целью Дубая является постоянное обладание всем самым большим и лучшим. Как мы уже говорили, отели города являются самыми роскошными на планете, в том числе и вышеупомянутый Бурдж-эль-Араб. Кроме того, именно в Дубае было построено самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа, которое можно увидеть с расстояния в 95 километров. А еще здание включает в себя 163 этажа. Помимо этого, в городе находится самый большой крытый торговый центр на планете, самый крупный в мире аквариум, самый высокий отель и самый крупный крытый лыжный курорт. Да-да, вы не ослышались. Горнолыжка посреди пустыни могла возникнуть только в этом городе, который может позволить себе абсолютно все. В горнолыжном комплексе Ski Dubai есть все. Канатные подъемники, трассы для горных лыж, сноуборда и тюбингов, прокат снаряжения, ну и, конечно же, снег. Правда, искусственный. Золото. Жители этого города любят золото и демонстрируют его везде, покрывая свои автомобили и ванны этим драгоценным металлом и украшая бриллиантами. В 2013 году 40% золота, продаваемого в мире, находилось в Дубае. Всего было продано золото на 70 миллиардов долларов. Кстати, вес проданного металла равноценен весу 353 африканских слонов. Эксперты говорят, что к 2020 году Дубай будет ежегодно привлекать порядка 20 миллионов посетителей и станет главным центром золотой торговли. Уже сейчас многие индийские ювелиры открывают в Дубае свои магазины и считают это выгодным, так как в Индии, в отличие от ОАЭ, покупатели золота должны платить 10% налог сверх рыночной цены, что делает Дубай более привлекательным центром для покупки золота и золотых изделий. Кондиционеры. Если подумать, инфраструктура Дубая не имеет никакого смысла в плане окружающей среды. Земля, на которой он построен, является клочком пустыни, где песчаные штормы постоянно являются проблемой, а температура может доходить до 49 градусов по Цельсию. Поэтому из-за невыносимой жары и высокой влажности кондиционеры в Дубае являются необходимостью и находятся везде, включая улицы. Даже автобусные остановки в Дубае являются закрытыми и оснащены кондиционерами. Вот бы нам так! Если бы в городе не было избыточного кондиционирования воздуха, здания бы буквально начали плавиться, а солнце, постоянно светящее в стеклянные окна жителей, буквально зажарило бы их заживо. Чтобы этого не происходило, инженеры-строители устанавливают вертикальные системы охлаждения, которые используют невероятно мощные насосы для закачивания воды наверх по периметру зданий для их охлаждения. Ежегодно насосы Дубая перекачивают миллионы литров воды только для охлаждения города. Представляете, какой это расход? Если вам понравилось наше сегодняшнее видео, обязательно ставьте лайк и не забывайте писать в комментариях, что еще интересного вы знаете про этот город.
Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.